Дорогие друзья, если вы помните, я как-то вам снимала для вас, точнее, ролик, где рассказывала о персонажах, которые присутствуют в магии, персонажах заговоров. Кто они, почему их вызывали, кто для чего существует и кто для чего приходит. На самом деле это сущности, это духи, это силы, которые усилены многими веками вызовов, призывов и так далее. И когда уже на основе существующих персонажей, ритуалов ты создаешь свой ритуал для практиков, он, конечно, работает сразу же. Вызов колдуньи или духа ведьмы есть у многих практиков, ну и в древние времена, и в современности. Я уже говорила, что есть ритуалы исконно мои, авторские, есть ритуалы канонические, которые я создаю на основе существующих понятий. Не ритуалов, а понятий. Может быть, и схожие ритуалы тоже существуют, но в любом случае. То есть те ритуалы, которые являются моей версией более древних ритуалов или заговоров и прочее, прочее. Естественно, это не повторение, это твоя версия. Ты просто берешь дух, сущность, которую вызывали в тех заговорах, и вызываешь по-своему. В древние времена колдуньи, которые были сильны в черном деле, называли черницами, даже черноризницами. Понятие черное дело это не означает злое дело. Я уже говорила об этом и повторяюсь. Итак, вызов черницы, черноризницы для удачи ведьмы. Когда у вас дела немножко, не так идут, как хотелось бы, когда сокращается, может быть, доход, потому что вы уставшие, или у людей бывает, то получится, то не получится, завтра получается, послезавтра не получается и прочее, возьмите, проведите этот ритуал. И, собственно говоря, сразу же начнется движение. Вам нужно либо, это проводится вообще ночью, проводится после 10 вечера и до 3 ночи, любое время, когда хотите. Вы должны взять черную свечу, поставить перед собой, либо глядя на окно, где вы как бы виднеетесь, да, где изображение ваше видно, читайте это 6 раз. Либо на зеркало, глядя на зеркало в комнате без света, электричества, естественно, ставите, опять же, свечу между собой и зеркалом или держите в руках, как вам удобно. Глядя в зеркало, читайте. Но зеркало это должно висеть на стене. То есть оно должно быть выше пола или какой-то там иной плоскости. То есть не на столе, а должно висеть, висячее зеркало. Итак, можно, глядя на окно, читать ночью, можно на висячее зеркало смотреть и читать. У вас сразу начнется движение, у вас сразу начнется активизация всех и вся, и кто не успевал, кто не мог, у кого что не получалось, те сразу начнут к вам снова приходить и проситься. Итак, читаем. Черница, черноризница, колдунья, чаровница. Ты колдовала, народ собирала, их удачу себе забирала. Колдовала, ворожила, богато жизнь свою прожила. Поделись со мной, колдунья, своей удачей и богатством в придачу. Собери с людей урожай, дары богатые мне отдай. Черница, черноризница, колдунья, чаровница, поделись своей колдовской удачей. Заклинаю. Черница, черноризница, колдунья, чаровница, ты колдовала, народ собирала, их удачу себе забирала, колдовала, ворожила, богато жизнь свою прожила, поделись со мною, колдунья, своей удачей и богатством в придачу. Собери с людей урожай, дары богатые мне отдай. Черница, черноризница, колдунья, чаровница, поделись своей колдовской удачей. Заклято. И в конце, когда 6 раз прочитаете, в конце говорите 3 раза: заклинаю, 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 да будет так. Все. Через некоторое время заметите, что опять начинается
полоса удачи. Опять начинается вот эта активизация людей и прочее, прочее. То есть всегда, когда идет определенный застой в делах. Всем удачи.